Кто пожалел или пожалеет, что напал на вас? Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Предлагаю вам общий расклад, который будет состоять из 3 вариантов, которые можно посмотреть по отдельности или посмотреть как общий расклад и взять для себя что-то общее или что-то среднее. Кто пожалел, что напал на вас? Сегодня будет 3 колоды Таро. Выбирайте по рубашке. Таро сумасшедшего дома, Таро сияющей луны или буйствующей луны, да, или и Таро девиантной луны. Настраивайтесь на свою ситуацию. Вчера мы с вами провели чистку с обраткой врагу, а сегодня как раз вот такая тема немножко на врагов. Мы давно с вами не делали подобных раскладов и посмотрим, так, постараемся глубоко посмотреть, изучить каждый вариант. Итак, давайте начнем с первого варианта. Таро безумного дома или сумасшедшего дома. Давайте посмотрим сначала, вот кто этот человек, да, кто этот человек, вот, и, ну, вообще, кто это, да? На кого он похож. Скорее всего, это мужчина, который сейчас от тебя отдалился, он может быть твоим любовником особенно, да, или партнером по интиму. Вообще это рыцарь жезлов, скорее всего это мужчина огненной стихии, особенно если это стрелец. Мужчины, если гадают на женщин, ну, в принципе, это может быть и любовница, но вообще это мужчина. Дальше, 7 монет, да. Я тебе так скажу. Его роль в твоей жизни, она сомнительна. И либо ты ему не доверял изначально, либо ты ему зря доверял или доверяла, да? Либо он появился в твоей судьбе, чтобы направить тебя, да, либо это твой начальник. Здесь выпадает король мечей. Либо он в твоей судьбе появился для того, чтобы ты испытал или испытала потерю контроля и власть над собой человека достаточно жесткого, который, ну, как минимум, движется чем-то темным. Здесь выпадает Алистер Кроули, либо король мечей, либо король перевернутой пентаграммы, да, то есть темный король. Но давай так, он в твоей судьбе появился для того, чтобы ты осознала или осознал, что такое потеря контроля, что такое власть темного над тобой, или даже для того, чтобы ты осознал или осознала, что такое настоящее зло. Вот так вот. Интересно. Давайте дальше посмотрим, вот почему он пошел против тебя, да? Почему он против тебя пошел? Какие мотивы у него были, да? Да, вот он, дьявол, выпадает. Ну, потому что он есть зло, он злой, он темный, нехороший, он плохой. И, возможно, ты вступила или вступил с дьяволом, в сговор с дьяволом, да? Ну, либо, может быть, заигралась в союз какой-то, сомнительный союз с дьяволом, окей? Было ли это осознанно с его стороны? Скорее всего, да. Было ли это осознанно с твоей стороны, что ты вступил? Давай я буду в мужском роде говорить, да, и женщина уже будет понимать, да, что ты связался с ним. С твоей стороны вряд ли ты чего-то не замечал. Может быть, ты потерял внимание, бдительность, твою бдительность, может быть, усыпили.
Может быть, ты просто забыл про то, что есть высшие силы, потерял веру в высшие силы, в Духа, в Создателя, в Творца, в Бога. Ну, как ты называешь высшие силы? То есть, с твоей стороны, это неосознанно потеря бдительности и контроля. Может быть, пресыщение какое-то, может быть, даже вот такое, что этот человек попался в твою жизнь, чтобы спустить тебя с неба на землю. Вот это тоже может быть. Ну, давай посмотрим все-таки, вот, что его провоцировало и почему ты поддавался или поддавалась. Ну, для него это счастье, для него это, ну, стиль жизни. Он без этого не может. Может быть, он даже притворялся ангелом. Да, дьявол же это тоже падший ангел. Да? Но тебя спровоцировало поддаться ему. Возможно, просто хотелось счастья. Вот так вот. Ну или нет, все-таки десятка кубков это большее счастье, просто хотелось быть счастливым, ну или может быть кайфовать, или любить, или просто жить в кайф, давай так скажем. Окей, давай посмотрим, как он на тебя напал, да. Он напал на тебя на материальном уровне, он пытается забрать у тебя либо достижения, либо успех, либо монеты, деньги, позицию твою, статус. Он напал на тебя именно вот материально, физически. Это не, ну, это не эмоциональный какой-то буллинг, да, а вот именно физическое какое-то нападение. Может, что-то забрал или отнял. Нападение было спланированное. Может ли оно быть как удар в спину? Ну, в принципе, да, он планировал, поэтому напал хитростью. Хитростью, планами, с какой-то своей стратегией, тактикой, вот так. То есть осознанный ход. И король выпадает. И это было серьезно. Очень серьезно. То есть это, может быть, было скрыто тайно, готовилось долго и тщательно, да. И серьезно ли это было? Да, это было достаточно серьезно. Окей. Давай теперь посмотрим, вот что он хотел получить. Дьявол же хочет что-то получить. Ну, во-первых, он хотел тебя усмирить, чтобы ты был не такой активный и, может быть, не искал счастья в чем-то другом, а искал именно счастье в том, что он может тебе предложить. Вот так. А вот исходом ситуации он видел, знаешь, как компромисс между тобой и ним. Он хотел, чтобы вы с ним могли договориться. То есть он рассчитывал на то, что, ну как, не сколько сломает тебя, сколько склонит на свою сторону. Уболтает, уговорит, да, укатает. Вот так вот. Ну, хитростью, да, тут же семерка пентаклей, хитрость есть. Ну и луна, и дьявол. Идут такие карты. Давай посмотрим, а что он в тот момент думал о тебе, да, когда хотел что-то получить. Он думал о тебе, что у тебя большой потенциал и что ты сможешь дать ему то, что у тебя есть. Особенно деньги или физическую силу и здоровье. Ну, так интересно идет. Давай теперь посмотрим, но что пошло не так. Ты ж вот, например, что-то либо предпринял. Может быть, делал очистки, защиты, ставила, да, или ставил. Может быть, матрица судьбы перезагружалась, то есть и что-то пошло не так. Где он просчитался, да? Но он просчитался в том, что ты легко отдашь то, что у тебя есть, но ты как бы вцепилась в то, что не хочешь отдавать, и проявила упорство, упрямство и
Ну, просто жадность, да, а она здесь в твоей, ну, как бы это как карта немножко жадности. А, Твоя жадность тебе помогла, давай так упростим, да, вот. Он просчитался в том, что ты просто, да, дашь то, что по праву принадлежит тебе. Давай смотреть, когда вот ситуация вышла из-под контроля. Непонятно, когда ситуация вышла из-под контроля, но, может быть, ты приняла или принял ситуацию такой, какая она есть. То есть, как бы, смотри, ситуация, с одной стороны, мы не можем знать по двойке мечей, а с другой стороны, ситуация или момент, когда все вышло из-под его контроля, ты смирился с ситуацией или согласился. И вот это вот в этот момент вышло из-под контроля. Ну, тут двойка мечей, она больше о нерешительности какой-то. И я сомневаюсь, что сам дьявол действовал нерешительно. Он решителен. А вот ты, может быть, где-то затянула ситуацию, промедлила или промедлил. То есть ты не действовал быстро и не соглашался, может быть, даже с чем-то. Но потом смирился, и вот он потерял контроль. Может быть, ты где-то согласился, и он подумал, что все. А на самом деле ты его обманула, да, или обманул. Вот такое тоже может быть. Ну, давай вот этот вот момент, когда все повернулось против него. Его луна против него, да. Ну, смотри, когда ты повернулась, ну, все пошло против него, во-первых, между вами возникла дистанция, это раз. И здесь отшельник – это целитель, это два. То есть, возможно, ты прибегла к чьей-то помощи и взяла паузу, взяла дистанцию и начала действовать осознанно, мудро. То есть, ты как бы проснулась или проснулся и осознал, что дальше так не может быть. Вот этот момент важно понимать. Ну, давай тогда смотреть, когда он вот впервые пожалел. Ну, здесь выпадает императрица, он не получил. Во-первых, он не получил то, на что рассчитывал, а рассчитывал он на многое, на очень многое. И это был телец, знак телеса, ну, соответственно, это апрель. То есть он пожалел в апреле. Ну, или пожалеет, если ты еще до апреля. Ну, у нас время не началось, да, у нас уже 7 дней апреля, да, ну, то есть он еще может пожалеть, да, то есть еще апрель будет развиваться. Триггером стало то, что ты не отказался от своей цели, от работы, от успеха и от достижения того, к чему стремишься. Ты не прекратил обучение и, знаете, как, ну, начал одевать свои крылья, которые нравились ему, да. Ну, это было достаточно резко, спонтанно. То есть он пожалел внезапно, когда не получил естественным путем то, что хотел взять, ну или не все получил, да, по императрице, и когда ты решила или решил бороться за то, что тебе принадлежит. Окей. И проявлял ли он эмоции какие-то? Да, проявлял. Давай посмотрим его чувства к тебе сейчас. Ага, он тебя уважает, чувствует, что ты сохранила свою суть, структуру, форму и власть над ситуацией. Соответственно, он может тебя даже бояться и уважать. Ну, а боишься, значит уважаешь, да, есть такое понятие. Но, скорее всего, он тебя и боится, и уважает одновременно. А злость все еще есть, и
Он чувствует, знаешь, почему он злится? Он чувствует свою беспомощность, что он не достиг своей цели. Он не получил то, что хотел. Он хотел и мог получить гораздо больше, но не получил этого. Давай вот его эмоциональное состояние, да. Да, вот так посмотрим. Эмоциональное состояние у него растерянность. Он не знает, что ему делать дальше, как ему быть дальше. Окей. Давай посмотрим его мысли, да. Вот именно, что он думает о тебе сейчас. Вот смотри, он осознал, насколько ты сильна, особенно женщина, здесь королева монет, особенно если ты телец, дева, козерог. И его мнение изменилось о тебе, то есть он понял, что ты гораздо крепче орешек и упорней, и упрямей, чем ему казалось изначально. Он боится твоей силы, но я тебе скажу так, он пока что не отвязался от тебя. И он тебя боится твоей силы, но и также, знаешь, как не хочет тебя терять, да, вот именно боится отвязаться от тебя вот так, потому что 8 мечей это все-таки, знаешь, как навязывает тебе что-то. Но он тебя, знаешь как, он считает тебя не опасным, но он не понимает, на что ты еще способен или способна. То есть он не понимает всех твоих ресурсов, соответственно, он тебя опасается. Вот так вот, да. Ну окей, интересный сегодня расклад. Давай посмотрим, есть ли чувство вины, вот такое, совесть, вот там туда нырнем. Чувства вины, совести нету. Сразу говорю, 5 монет – это, ну, знаешь, как отсутствие духа, отсутствие Бога. То есть нету у него этого. Ни совести, ни вины, да, и сожаления тоже нет. Будет оправдывать себя, обвинять тебя. Имей в виду. Ну, смотри, вот он не хочет что-то менять, чтобы оно было в порядке, а для него хаос, он более выгоден. Вот чем больше хаоса, тем больше ему комфортно, да, то есть он будет стараться делать так, чтобы ему было комфортно, а не тебе, поэтому постарается спутать карты, смешать карты вот так. Давай посмотрим слежку, да, вот следит он за тобой или нет. Наблюдает издалека и свысока смотрит. То есть это и надменно, и может он живет где-то выше тебя, где-то на холме, на башне на каком-то, на маяке, вот, условно. То есть следит ли за тобой издалека? Да. Для чего? Для того, чтобы спутать карты, разрушить планы, ну, деструктировать твой материальный мир. Не отказался пока. Вряд ли он кого-то задействует, там, знакомых он не задействует. Соцсети тоже нет. То есть он как-то сам следит за тобой именно вот глазами, ушами, да, вот так. То есть он не задействует соцсети и знакомых людей. Вовлечен ли он в процесс? Да, он вовлечен в процесс, 6 мечей. То есть ему это еще интересно. То есть, по сути, он не потерял к тебе интерес и наблюдает за тобой, используя свои ресурсы. Давай посмотрим, вот осмелится ли он вновь появиться в твоей жизни. Да, повешенный.
12-й аркан никуда не денется, поэтому он от тебя просто так не отвяжется пока что. Ну, на данный момент карты так говорят. Будет теперь, смотри, материальный мир не получается, будет давить на жалость, на эмоцию, играть на струнах женской души или женских энергий. Ну, если ты мужчина, может и играть на твоей слабости, мягкости, тонкости, да, доброте, вот такое вот. Королева кубков. То есть на чем будет играть? На эмоциях. Будет ли извиняться? Действовать хитро? Да, скорее всего, да. То есть поменяет тактику, да. Но 5 мечей и башня, то есть он может спутать вот понимание. То есть будет стараться еще сильнее запутать висящий, повешенный, да, еще сильнее запутать. Ну и 8 мечей все-таки здесь есть тоже. Окей. Хорошо, а если он тебя атакует, да, вот будет ли риск, например, повторной атаки? Да, скорее всего, и все-таки больше эмоционально или энергетически. То есть может ли это быть повторная магическая атака, если она была? Но мы тут особо магии, я не увидел магии, тут сам дьявол, да, как бы это уже, знаешь, не то, что это магия, это сама суть темноты, да, вышла на тебя. То есть это не темная магия, это сама темнота. Да. Ну, хотя магия сама по себе это энергия. Хорошо. Давай посмотрим немножко такое заключение, да. Вот чем для него все закончится? У него есть шансы пока что добиться того, чего он хочет. То есть, смотри, тебе нельзя здесь как бы расслабляться, да, и для него может это закончиться успехом. Поэтому у вас был какой-то первый раунд, то есть будет еще раунд 2 и может быть раунд 3, да. Хорошо, давай посмотрим, что тебе Вселенная хочет сказать вот сейчас в связи с этим, что вряд ли он остановится, да. Да, к сожалению, тебе нужно быть начеку. Эта ситуация может повториться. И, ну, висящий, да, или повешенный 12-й аркан, если у тебя с ним какая-то есть связь, кармический узел, привязка, то тебе лучше это все отвязывать от себя, да. То есть, соответственно, дьявол просто так от тебя не отцепится. Поэтому вот Вселенная через этот расклад тебе делает такой месседж в виде 8 жезлов. И атака может повториться скоро, то есть быстро, да, по 8 жезлов. Но твоя позиция силы – это бесстрашие и не бояться беса, бесстрашие. То есть вообще не бояться бесов и всегда помнить, вот не засыпая, что нету безвыходных ситуаций. У тебя 9 мечей – твой ресурс. Ну, по 9 мечей твой ресурс – это не бояться, искать выход из безвыходной ситуации и действовать. То есть не складывать руки. Ну, пытаться вот развязать голову, да, снять футболку там или майку или водолазку, да, и увидеть своего врага. То есть вовремя найти или заметить, что нужно предпринимать какие-то действия. Ну, такой интересный расклад. Хорошо, давай посмотрим. То есть твоя позиция силы – это находить выход из безвыходной ситуации. Совет тебе, как тебе правильно себя вести с ним, с этим человеком. Не терять контроля над своей ситуацией. То есть у него свой контроль, а ты бери свой контроль над своей, над своей реальностью. То есть если ты потеряешь контроль над своей реальностью, ну тебе капец. И смотри, это королева жезлов, это магия, поэтому магично всю, фиячь и пи-пи-пи, уяч его, если это нужно, да, ну, как-то такой месседж идет. Ну, вот такой вот расклад на безумстве сумасшедшего дома, друзья, и мы потихонечку пойдем с вами на следующий расклад.
Да, у нас получился 25 минут, первый расклад. Я не знаю, наверное, ускорюсь немножко, не так глубоко буду копать, да. Это первый расклад. Ну, его любят, эту колоду очень любят, да, мои зрители, дорогие. Особенно, которые уже 9 лет со мной, да, на канале. Итак, давайте начнем расклад номер 2. Позиция номер 2. Начнем с того, что кто этот человек. Ну, это кто угодно, кто тебе много чего обещал, и это может быть и женщина, и мужчина, может быть связан с работой, с деньгами, с обещаниями, с долгами, с финансами, вот такое вот. То есть это без разницы, кто это, мужчина или женщина. Ну, вообще монеты – это женская стихия больше, да. Но, опять-таки, конкретики тут нет, то есть это может быть любой человек. Ну, это, возможно, человек, который тебе что-то обещал, и либо он боится тебя потерять, либо ты его боишься потерять. Пока о нем смотрим, поэтому... Ну и, может быть, этот человек, либо он пугал тебя, либо он связан с тобой в какие-то периоды жизни, когда, ну, было стрёмно одному, как говорится. А в твоей судьбе он, скорее всего, появился для того, чтобы уйти. И здесь вот 8 кубков – это мужчина уходит, да. Но опять-таки это могла быть и женщина. Поэтому кто это? Это может быть как мужчина, так и женщина. Его роль – либо поддержать тебя в какие-то стрёмные периоды, либо напугать своим уходом, ну, может быть, шантажировать, и он появился в твоей судьбе для того, чтобы уйти. Вот так. Ну, такое как бы резюме, да, по тому, кто он. Давай смотреть, почему пошел против тебя, да. Но смотри, здесь борьба эго, и он пошел против тебя, потому что хотел тебе что-то показать, доказать, но как минимум на первом месте здесь стоит его эго, а во-вторых, ну как бы эго или гордыня, то есть он пошел против тебя из-за гордыни, да, вот из-за того, что считал, что он может быть сильнее, умнее, там, круче, да, вот так. И, ну, смотри, это просто кармическая ситуация, то есть карма, кармический узел, и, возможно, он осознавал даже, что это будет нелегко для него, да. Но на действия его могли спровоцировать деньги, твоя красота, ну и какой-то джекпот, да. Успех, финансы, джекпот, красивая женщина. Хорошо, давай тогда следующее посмотрим, вот метод его нападения, да, вот так. Как именно он напал на тебя, давай узнаем. Ну смотри, здесь были и материальные какие-то давления, да, и энергетические, то есть это и физически, и эмоционально, и через слова, и через поступки, да, вот так он на тебя нападал. Но особенно через деньги, особенно, потому что все-таки это финансовая карта, на финансовую карту, то есть деньги стояли на первом месте. Через силу, да. Ну, а на втором уровне это уже духовный уровень здесь у этой карты. Но они неразрывны здесь. Бил в спину и был готов к этому. То есть, ну, так вот. И хотел тебя проучить. Было ли это серьезно с его стороны? Да. Было ли это серьезно с твоей стороны? Ты всерьез это не воспринимала или не воспринимал? Расклад вот этот и для мужчин, и для женщин четко подходит. Хорошо, давай разбираться. Вот что он ожидал получить? Ну, все-таки смотри, здесь Иерофант, он хотел научить, проучить, доказать, вот
Знаете, вот есть вот принципиально. То есть он пошел на принцип. Поэтому он хотел потешить свое эго, свою гордыню и показать, что он прав. А вот исход ситуации, смотри, он видел, что он все разрушит. Поэтому, смотри, это достаточно опасный человек, в принципе. То есть, как исход ситуации, он видел башню. Поэтому с ним, ну, знаешь, как вот есть люди, которые вот ты с ними воюешь, и они выглядят как будто бы, может быть, добрые, может быть, они до конца чего-то не делают, или ты чего-то не ожидаешь. Вот от этого человека, какой бы он ни был на вид, нужно ожидать чего угодно. Вот именно в этом раскладе особенно, если вы сконцентрировались. Вот выбрали осознанно двойку, вот будьте осторожны. Ну и смотрите, все-таки вот кого здесь больше бояться, мужчину или женщину? Вот здесь больше бойтесь мужчину. В этом варианте. Я сказал, тут может быть враг и мужчина, и женщина, но все-таки мужчина здесь достаточно опасен. Ты знаешь, он даже, вот он разрушал все и думал о тебе в этот момент, что ты справишься, что ты выдержишь, что ты там, допустим, может быть, даже не заметишь чего-то, а потом заметишь или потом поймешь, да. Ну, что тебе хватит сил с этим противостоять, или у тебя еще есть силы, деньги, здоровье или ресурсы, да, вот рыцарь монет все-таки выпадает на девятку монет. Это о том, что как бы твоего потенциала должно хватить, и он об этом думал. Ну давай глянем, что пошло не так в его жизни или пойдет. Вот где он просчитался, да? Ну да, действительно, все пошло не так. Возможно, в игру вашу, да, вашу ситуацию ввязался еще кто-то. То есть какой-то X-фактор появился, да? То есть лишний человек появился, постороннее лицо. Ну, ситуация вышла из-под контроля у вас двоих, когда, может быть, появился третий человек в отношениях, либо человек, который любит тебя, а ты любишь его, да? То есть любящий человек появился, двойка кубков. Смотри, кто-то проявил силу, кто-то отказался терять контроль, и это стало тем моментом, когда все начало разворачиваться против него, император, да. Ну, скорее всего, появился какой-то мужчина, любящий, либо, если ты женщина, ты его любишь, да, либо появился начальник, либо появился человек посторонний, который имеет власть, контроль над ситуацией. Или может влиять как-то, да. Ну и посмотрим, когда он пожалел. Ну а пожалел он тогда, когда перед ним закрылись двери, и он осознал, что ты защищена или защищен намного сильнее, чем он ожидал. Тут как бы о завершении каком-то, он осознал, что у тебя есть какая-то сейф-зона, да, то есть зона, где ты можешь сохраниться, засейвиться, да. Но триггером к этому стала какая-то эмоция, может быть, какая-то корпоратив, на корпоративе триггер, да, появился. Может быть, ты эмоционально очень ответила, или наоборот не замечала что-то, перестала замечать. Но вообще триггером стала посторонняя эмоция. Вот так вот. Так что если как событие смотреть, то это все-таки больше какое-то веселье с посторонними людьми. То есть праздник, корпоратив, ну и так далее. Это гулянка какая-то. Хотя он это все и планировал. То есть было ли это внезапно, спонтанно? Но это было не спонтанно, это было запланировано. То есть сам триггер вот этот вот, да, вот, когда он впервые пожалел, да, ну,
у меня такое ощущение, что он все-таки сам, знаешь, как не рой другому яму, сам в нее попадешь. Вот так вот получилось, да, как бы он это все планировал, не осознавая, что сам угодит в ту ситуацию, где он потеряет свой контроль. Хорошо, давай смотрим. Вот сейчас его чувство к тебе, да? Ну ты смотри, прям повторяются карты. Он считает, что он как бы потерял часть контроля, но от полного контроля он не отказывается. Прям карты повторяются, интересно. Ну, колода, да, родственные. Давай так. Боится ли он тебя? Побаивается. Винит ли он тебя? Да нет, где-то себя даже может винить. Одержим ли он до сих пор тобой? Ну, судя по королю огня, особенно если это мужчина, да. Ну вот смотри, по дьяволу тут есть и злость, и сожаление, и нежелание терять контроль над тобой. Интересно, дьявол, видишь. Поэтому в чувствах у него король огня, это Овен и Стрелец. И рядом загадывает желание. И рядом дьявол. Может быть, ты загадала или загадал желание, чтобы избавиться от этого дьявола. Ну, пускай так произойдет. То есть, по сути, он сожалеет о том, что теряет над тобой контроль, и что его руки до тебя не так дотянулись. Вот смотри, тут человек без рук, да, стоит. И как будто бы они у него отсечены, да. Ну, скорее всего, это он. Но смотри, учитывая то, что тут дьявол и король жезлов, он своих рук еще не потерял. И у него возможности точно так же сохраняются, как и у тебя. Да, у тебя появляется зона контроля, зона комфорта, зона безопасности, но у него возможностей тоже также немало, да, у этого человека. Хорошо. Давай его эмоциональное состояние все-таки еще посмотрим. Ну смотри, эмоциональное состояние соответствует пословице «не так сталося, як гадалось». То есть он сам себя переиграл. То есть он не верит в то, что произошло так, как он не рассчитывал, хотя он к этому всему подводил. Да. Поэтому у него сожаление и такое, знаешь, как бы отчаяние, но желание отыграться. То есть он, вот смотри, его эмоциональное состояние – это желание взять реванш именно, да. Я там как бы отмщу, отмщение, да. То есть семерка на эмоции – это как бы опять переиграть эту ситуацию. Ну окей, это такой какой-то коварный человек, да, получается. Ну давай мысли, его мысли о тебе сейчас. Ну, во-первых, он понимает, что ты гораздо сильнее, чем он, и у тебя есть потенциал, но, тем не менее, он не хочет проигрывать. И он понимает, что когда ты не одна, когда ты действуешь группой или коллективом, он чувствует свою силу, твою силу. То есть, соответственно, он видит твою силу в групповом или в коллективном противостоянии ему. Ну и королева монет, он может считать тебя опасным или опасной, особенно если ты в группе, не один, не одна, и особенно если ты правильно распределяешь свои деньги, ресурсы на защиту или подкуп, или прикорм тех сил, которые могут тебя защитить. Здесь, видишь, как королева монет, и она кормит и темных, и светлых, да, вот как-то так. Поэтому твоя сила, возможно, в поддержании и темной стороны, и светлой, да, вот так. Ну, интересно сегодня. Давай тогда посмотрим. Вот он винит себя, например, да? Нет, вряд ли он винит себя, двойка жезлов. Он не винит себя, но и не знает, что с этим делать.
пытается себя оправдать и обвинить тебя, да, то есть он себя пытается оправдать, и здесь, наверное, где-то может пытаться тебя обвинить. И пока что ничего менять он не хочет. Почему? Потому что ему больно. А за этой болью он не пытается что-то изменить. Давай посмотрим, следит ли он за тобой. Ну, то такое, и да, и нет, чуть ли не, знаешь, как это иллюзия или астрал. У меня почему-то, если следит, то через астрал какой-то, да, через какие-то эгрегоры, допустим, нематериальные, либо, например, гадает на Таро, обращается к слухам каким-то, да, вот так. То есть, если следит, то не четко визуально. По соцсетям может, да, вот подглядывать удаленно рыцарь жезлов через соцсети, может смотреть. Ну и насколько он же вовлечен в это все, ну, страшный суд. Да, он сильно вовлеченный, у него вот как бы перемешанный материальный мир и физический, то есть он немножко слетает с катушек, то есть он одержим, вот. То есть вовлеченность у него на уровне одержимости. Давай смотреть, осмелится ли снова появиться. Да, скорее всего, осмелится. Тройка монет. Это может быть связано с деньгами, с работой, с обучением, с курсами какими-то, если вы где-то учитесь вместе. Но вообще да, тройка монет. Может попытаться извиниться, но в этом извинении будет какая-то хитрость и свой расчет. Но не верь ему, да, вот так. Ну и смотри, здесь 13-й аркан, а это риски повторной атаки, да, то есть будет, если он тебя атаковал, да, вот допустим, магические, или грубо как-то себя вел, бил, ну, как бы, да, удары какие-то наносил, как угодно. Да, это может повториться, к сожалению. 13-й аркан. То есть жесткая атака может быть с его стороны. Ну, давай итоги посмотрим. Вот чем все для него закончится. Будет пытаться примириться с тобой, может быть, и может закончиться плохо для его отношений, его детей, его родителей. Ой, Вселенная хочет тебе сказать, дать месседж такой, что ты чего-то не замечаешь, есть Луна, и ну, чего-то ты не видишь. Может ли здесь быть магия? Может быть, но мы здесь не делаем негативной диагностики. И будь осторожна, Луна, то есть темные силы здесь могут быть. Но выпадал дьявол, да, выпадал. То есть тебе нужно быть бдительным, осторожным и держать свою энергетику в тонусе, чтобы твоя защита против магии была на высоком уровне. Ой, твоя позиция силы заключается в том, чтобы не концентрироваться на негативе и не привязываться к какой-то эмоции негативной. То есть тебе нельзя скорбить, тосковать, скучать и зацикливаться на негативе. Давай посмотрим, как правильно тебе вести себя с ним. Тебе нужно всегда давать себе такое поле для маневра и оставлять себе перспективу, давать себе шанс, но не концентрируясь на негативе. То есть тебе нужно постоянно быть энергетически в тонусе. Тройка и пятерка – это 8, а это сила. Поэтому тебе правильно сохранять энергию, беречь силу, защиту, здоровье и верить в перспективу и светлые дни в своей жизни, несмотря на то, какая бы ситуация ни была между вами на здесь и сейчас, и кем бы ни приходился тебе этот человек. Ну, вот такой вот месседж. Сегодня у нас достаточно такие емкие расклады получились, но для чего-то каждый из них где-то может резонировать с твоей ситуацией. И каждый из раскладов может быть отдельным человеком, также и он может быть и отдельным. То есть здесь может быть 3 разных человека, а может быть один конкретный человек.
Уже движемся с вами дальше, друзья. И третий расклад, который будет проведен на Таро безумной или девиантной луны. Давайте посмотрим. Первый вопрос. Кто этот человек? Кто он? Да? Кто этот человек? Тоже, в принципе, кто угодно. Вообще больше, конечно же, это мужчина, это больше мужская карта. Но этот человек, кем бы он ни был, скорее всего, мужчина, связан с твоими перспективами. Может, что-то обещал, может быть, ты надеялся или надеялась на этого мужчину, да, на этого человека. Дальше. Его роль в твоей вот этой ситуации – это научить тебя быть мудрым. То есть это тоже кармическая связь. И смотрите, у нас все три расклада сегодня кармические. Может быть и огненной стихии, может быть земной, особенно дева. Ну, земная и телец, и козерог. У нас сегодня очень много земельных карт. Давай глянем, вот почему именно он появился в твоей судьбе в этой ситуации. Да? Ну, во-первых, дать тебе очень мощный толчок, пинок, импульс. Ну, и здесь борьба эго. Твое эго и его эго. И у нас сегодня, смотрите, опять выпадает колесница, и у нас все три расклада очень похожи. Поэтому где-то все три расклада могут быть единым целым общим потоком. Да, они связаны. Ну, а почему они связаны сегодня в вашей ситуации, напишите, пожалуйста, мне в комментарии. Ой, против тебя он мог пойти по разным причинам. Ну, первое, эго, родители, мама, безумие, магия, темные силы, ну и вообще неадекватность какая-то здесь. То есть он против тебя пошел, потому что появилась луна. Либо это лунное затмение, либо это неадекватное поведение твое или его. То есть, давай так. Его мотивом и причиной стала луна, девиантная луна, девиантность. А что именно это было? Страх, зависть, контроль, да что угодно, но что-то темное. Осознавал ли он это? Мог не осознавать, а мог и осознавать. Поэтому здесь не важно, осознанно это было или нет. Главное, что это была часть кармической ситуации. То есть была причина и было следствие. То есть, по сути, в твоей жизни произошла такая ситуация, что ты волей-неволей судьбы вынужден был встретиться с этим человеком и попасть в эту ситуацию. Ну и смотри, на действие его провоцировал 13-й аркан. 13-й аркан – это как минимум страсть и неизбежность. Кармическая развязка, фатум, рок, да, роковые события. Поэтому, по сути, как бы это уже стечение обстоятельств и причинно-следственные события. Да, вот так вот. Все между вами как причинно-следственное произошло. Напал на тебя он и физически, и энергетически одновременно, и желание уничтожить, возможно, у него было. Бил по-разному и в бровь, и в глаз, и в спину, как говорится, да. То есть бил ли в спину? Да, бил. Бил ли в лицо? Бил в лицо. Было ли это серьезно для него? Возможно, это для него не было серьезно, но потом это могло перерасти в серьезно. Было ли это серьезно для тебя? Для тебя изначально ты, может быть, и не понимал или не понимала, что это серьезно.
Ну смотри, скорее всего, он все равно пытался получить что-то материальное. Деньги, имущество, недвижимость, бизнес. Возможно, скорее всего. Что бы ни происходило, но рассчитывал он на королеву монет. А королева монет – это учет денег, управление деньгами и вообще материальный мир. Но вообще это управление, поэтому он, скорее всего, хотел забрать себе контроль и управление над чем-то материальным. Исход ситуации он видел таким, чтобы он получил полный доступ к управлению материальным потоком. Как минимум, и каким-то, может быть, даже бизнесом. Но это больше управление. Поэтому исходом ситуации для него он видел изначально, чтобы он получил полное управление. Ну или все полномочия на себя взял. Да? Он думал о тебе в тот момент, что он сильнее и что у него больше ресурсов. Ну, думал. Так думал, ну, як кажуть, не так сталося, як гадалось. Да? Хорошо. Хорошо. Давай немножечко дальше пойдем и посмотрим, вот, а что пошло не так. Да, может, тебе помогли посторонние люди, семья, любовь, любимый человек, дети. Кто-то, тот, кто любит тебя, вмешались в эту ситуацию. То есть, как минимум, любовь, счастье. Ну, это больше карта о счастье, но счастье – это момент, это миг. Может быть, ты не забыл или не забыла о счастье. Что пошло не так? Кто-то любимый или любящий, ну или, может быть, ты просто счастливый человек. А что пошло не так? Да ты просто счастливчик, потому что что-то пошло не так, и его планы были нарушились. Да? Из-под контроля ситуация вышла, когда ты проявил или проявила императрицу. Что такое императрица? Это мобилизация силы в этой ситуации. Это мобилизация ресурса, здоровья, денег. И ты не раскис и не раскисла. Да, вот. Это руна феху, руна твердости, руна плоти и руна материальной, гармонии материальной плоти. Да, поэтому его ситуация вышла из-под контроля тогда, когда ты проявила намерение сопротивляться и оставаться самим собой, да, или самой собой. Ты решил или решила быстро избавиться от этого, ликвидировать это. Ты получила какую-то нужную себе информацию, благодаря которой ты решила избавляться от этого, да. Ты сказал или сказала себе: мне этого не надо, я этого не хочу, я от этого буду быстро избавляться. Но это уже вопрос, насколько это можно быстро сделать, да, избавиться от этого человека. Но, тем не менее, ты решил действовать. И в этот момент все начало разворачиваться против него, да. Но он, видишь, он осознал, что светлые силы против него, что он принял темную сторону, а ты на светлой стороне. И его моментом осознания стало тот момент, когда все пошло не по его плану, да. То есть светлые взяли контроль над темными. Может быть, кто-то позвонил. Может быть, ты решил спасаться, бежать. Но ты решил, что так не будет, что не будет под его контролем, да? И что то, что тебе дорого, да, ты будешь за это как бы бороться, может быть, информировать, да, других, себя, или настраивать свою энергию на противостояние, да. Триггером являются деньги и, может быть, твоя жадность или твое нежелание делиться, да, вот так. Ну,
Триггером являются деньги, туз монет. Внутренний ресурс, может быть, где-то твой скрытый талант, и, скорее всего, триггером и является твой скрытый талант. А деньги – это уже просто производная. Скорее всего, ты пока не знаешь, как себя реализовать. Но здесь иерофант, отшельник. А отшельник – это мудрец. У тебя конфликт с каким-то мудрецом. Кем бы он ни был, твой враг, условно говоря, но он мудрец. А твой мудрец все еще растет. У тебя есть потенциал, но как его реализовать, ты пока не знаешь. Интересно. Ну и это тоже, опять-таки, было не резко. Это было заложено в твоей родовой программе, в твоей матрице судьбы. И стало причиной, и причина стала следствием, и причина стала следствием того, что произошло между вами. То есть это кармический узел какой-то, да, вот так вот. То есть это было не просто так, это произошло между вами, потому что вот судьба вела вас к этому кармическому узлу, вот так. Давай смотреть вот. Что происходит вот на уровне чувств по отношению к тебе у него? Ну, он тебя не боится, но чувствует с тобой связь. Да? Вы, может быть, в разных мирах, в разных странах, в разных реальностях, в разных временах, в разных измерениях. Но связь между тобой и ним есть. Поэтому что он чувствует к тебе? Там, страх, уважение, вину, одержимость. Ну, это больше как связь. Одержимость есть ли тут? Ну, она может быть, а может и не быть. Ну и смотри, если здесь злость, сожаление. Нет, здесь не злость и не сожаление, здесь есть весы. Весы, связь. То есть он чувствует с тобой связь постоянно, да? Может ли он о тебе постоянно думать? Да, может. Его эмоциональное состояние, может быть, зависит от обстоятельств, может и зависеть от того, в каком ты эмоциональном состоянии пребываешь. А твое эмоциональное состояние сейчас не лучшее, поэтому и его может быть не лучшим. Поэтому его эмоции связаны с тобой и с вашей коммуникацией, так сказать. Давай мысли посмотрим. Его мнение о тебе, особенно в последнее время, улучшилось. Но учитывая то, что твое эмоциональное или физическое состояние зависит от обстоятельств, оно тоже может меняться. Он видит проявление твоей силы, но понимает, что где-то ты либо беспомощен, либо нерешителен. То есть, он понимает, что иногда ты действуешь активно, но, может быть, где-то что-то не доводишь до конца. Поэтому видит ли он твою силу? Да. Понимает ли ты, что ты решительно? Да. Но он также понимает, что ты до конца не доводишь ничего, бросаешь, может, где-то на полпути, меняешь настроение, меняешь точку зрения. То есть не воспринимает тебя как противника, который, может быть, где-то пытается чего-то достичь, да, или развязать даже тот же кармический узел, да, вот так вот. Окей. Может ли он считать тебя опасным человеком? В принципе, да. Где-то он может считать, что ты человек, который готов на подлость, обман, коварство или что-то не очень хорошее. 5 мечей. Для чего-то она здесь есть, но это твоя тень. То есть осознает ли он, что у тебя тень достаточно может быть скверная, и что ты ее применишь на что-то плохое? Да, он это осознает, поэтому здесь и 5 мечей для этого. Поэтому он считает тебя опасным человеком, готовым на все. Вот так. Смотри, есть ли у него чувство вины? Скорее всего, нет. Он это
как будто бы это не его, он это проработал, либо он от этого защищен, да, то есть он не винит себя. Он не пытается себя оправдать, он это уже проработал, то есть потому что и нету чувства вины, а все огонь идет, оно прожженное в нем. Ну вот смотри, хотел бы он что-то изменить. Может быть, он и хотел это изменить, но он осознает, что так должно быть. Да, то есть он хочет что-то изменить, но не может, потому что знает, что так должно быть, как будто бы здесь, ну, как бы фатум играет некую ведущую роль, причинно-следственные, да, вот эти вот моменты. Давай посмотрим, следит ли за тобой. Может, временами, и то это по твоей инициативе, когда у тебя хорошее настроение, условно говоря, когда у тебя все хорошо, ты как бы проявляешься и даешь ему информацию о себе, вот так вот. Давай через соцсети посмотрим. Вряд ли через соцсети он за тобой следит. У тебя, наверное, и соцсетей никаких нету, да? То есть через соцсети или он не пользуется соцсетями. Вовлечен ли он в процесс? Ты знаешь, да, но только тогда, когда ты в него вовлекаешься. О, интересный какой, может быть, сейчас для тебя инсайт. Поэтому да, и твое вовлечение гарантирует то, что вы в этот процесс вовлечены оба. Да, вовлечен, но только потому, что ты в него вовлечен или вовлечена, да, вот так. Хорошо. Давай смотри, снова появится или нет, попытается ли выйти на контакт. Да, появится, но опять-таки, может быть, из-за твоих тревог, из-за твоего проявления, да, вот так. Вы как будто бы вот пламенные близнецы, зеркала, вот такое что-то, Моня. Да, попытается. Будет ли извиняться или действовать хитро? Будет действовать хитро, и в его извинениях может не быть ничего, может быть обман. А повторная атака возможна, 5 жезлов. Давай итог для тебя, для него. Чем все закончится для него? Ой, у него 3 мечей. Для него все закончится плохо, но опять-таки, скорее всего, у вас разорвутся с ним отношения. То есть здесь может быть инфаркт, инсульт, что-то плохое, да? Но это разрыв. Поэтому это и разрыв отношений, это разрыв здоровья и разрыв того, что находится в области 5, точнее 4 сердечной чакры. Вселенная тебе хочет сказать, что здесь есть дурак. И бежит этот дурак с того момента, как этот дурак отправился в путь по своей судьбе. И с того момента, когда ты позволил впустить этого дурака в свой мир. Интересно. Но смотри, твоя позиция силы не сомневаться и не опускать руки. Может быть, не плакать лишний раз. Ну и твоим истинно правильным поведением является знать себе цену. Где-то, может быть, поменять самооценку, если она завышена. Ну, нужно осознавать, да, на каком ты небе. А если она занижена, то поднимать самооценку. Ну и прорабатывать свой материальный поток, финансовый канал, талант, свою щедрость и свою алчность. Здесь по этой карте всегда можно. И почему ты на этом раскладе? Потому что есть некий человек, который находится на дистанции от тебя и, возможно, влияет на твою энергію или управляет твоєю реальністю. Оставайтесь на связі, лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось. Все буде добре. Па-па.